Здравствуйте. Как и обещал, сегодня будет видео про Дмитрия Гордона. Не дает он спокойно пожить. Не хочу вас окончательно вгонять в негатив, хотя мог бы рассказать много плохих новостей. Такой, немножко с юмором, как и вчера про Арестовича, тем более, что эти два персонажа теперь связаны. Значит, как всегда, какой-то незнакомый человек, эти люди постоянно меняются, на улице ко мне подошел и рассказал о том, что в офисе президента запретили давать интервью Дмитрию Гордону. Типа, кто даст интервью Дмитрию Гордону, сразу может писать заявление по собственному желанию об уходе. Что я вам хочу сказать? Я еще раньше вам говорил, и вчерашнее видео мое, оно вышло раньше, чем вышло интервью Гордона с Фейгиным. Я считаю, что Гордон сейчас пытается объединиться с Арестовичем. Скорее всего, уже наклевывается какой-то спонсор, возможно, даже это Ахметов. Гордон выдает разные такие фразы, в которые нужно вслушиваться для того, чтобы понять, о чем речь. Он говорит это не просто так. И самое интересное, я вам сейчас покажу на нескольких видео. Ну, Алексей Арестович очень популярный человек. Вы сказали о 3,5 миллионах просмотров только на одном YouTube-канале, еще же второй YouTube-канал. А в ТикТоке и в Инстаграме нарезка фрагментов дошла до 16 миллионов просмотров уже. И будет идти дальше. Это только то, что я видел. Плюс сайт, и не один, плюс цитирование. Ну, там десятки миллионов. Поэтому он очень популярен, и, конечно, он пойдет на президентские выборы, если не пойдет Владимир Зеленский, как он сказал. Я думаю, что в офисе отреагировали нервно на это, но я не думаю, я знаю это. Вот, потому что в офисе очень не любят, когда кто-то выделяется. Очень не любят. Любят, чтобы был один герой, в крайнем случае два. А остальные должны играть в оркестре. Они имеют на это право, это их точка зрения. Арестович сильно выделяется на общем фоне, сильно выделяется. Выделяется подоляк. И, конечно, многие пишут жаром в адрес этих двух людей, потому что нехер выделяться. Нехер. Ибо нехер. Вот. Поэтому, как в анекдоте, я не нехер, я эфиоп. Да, это анекдот, вспомнилось просто. Поэтому я думаю, что у Алексея Арестовича и Михаила Подоляка будут неприятности в ближайшее время. Я думаю, что их могут даже попросить на выход. Это нормально. Но то, что у Арестовича есть впереди яркая политическая карьера, я в этом уверен, потому что он очень умный человек. Но вот эту популярность, вы считаете, он может перевести из популярности в социальных сетях в политический вес, в электоральный вес? Безусловно, я люблю спортивные результаты. Знаете, вот кто прыгнул выше всех? Пупкин, значит, он чемпион. Сегодня, если вы в течение последних 4-5 месяцев будете открывать тренды Ютуба, вы увидите, что всегда практически на первом месте находится то или иное интервью с Арестовичем. То ли мое, то ли Фейгина, то ли еще чего-то. Всегда Арестович на первом месте, практически всегда, в трендах Ютуба. Что это говорит нам, выражаясь спортивным языком? Что он сегодня чемпион. И не соглашаться с этим нельзя, это же реальные факты. Поэтому я думаю, что да, конечно, мы его увидим или во главе партии, или как кандидата в президенты. Во главе партии? Это интересно, то есть да. Во главе новой какой-то партии? Да, абсолютно уверен. Он будет искать себя в политике и думаю, что он себя найдет. Он очень точен, умен, и он обладает харизмой. А для украинцев крайне важна харизма. Они смотрят на человека прежде всего. Вот они же, когда Владимира Зеленского, когда мы выбирали, не они, мы выбирали Владимира Зеленского, мы же не смотрели на то, что он будет делать, какова его программа, каковы цели, каковы взгляды и так далее. Мы смотрели на него. Харизматичный, классный, талантливый, искрометный, умный. Красивый. Что еще надо для украинцев, чтобы избрать человека президента? Вот мы его и избрали. Дмитро Ильич розпочне. Ну что, я могу повторить только то, что я сказал. Я считаю, что вы, Алексей, являетесь аферистом, который непонятно каким путем попал в трехстороннюю контактную группу. В течение долгих лет вы постоянно меняли свою точку зрения. На мой взгляд, у вас ее вообще нет. Я считаю, что это позор для Украины, когда такие люди, как вы, оказываются на рубеже принятия важнейших судьбоносных для Украины решений. Мне стыдно за мою страну, когда я вижу вас в трехсторонней контактной группе. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать, говорю вам прямо в глаза. Гордон — это топ-специалист в Украине по перебыванию в воздухе. Но опять-таки, я вас всегда призываю и подсказываю вам, где нужно читать между строк. Сейчас Гордон фактически пытается столкнуть лбами Арестовича и офис президента. Ошибка офиса президента, там ошибок миллион, но именно в этой теме. Они, наверное, хотели посадить Арестовича для одной задачи, действительно для того, чтобы успокаивать всех. Но когда вы связываетесь с таким, как Арестович, психотипом,
Такие люди при малейшем каком-то росте внимания их заносит. Они уже не чувствуют никаких берегов, их только заносят до поворотах, все, дальше он уже становится неудержимым. То, что сейчас ровно произошло с Арестовичем. Поэтому Гордон сейчас нагнетает. Я не исключаю, что у них есть какие-то уже договоренности между собой. Дмитрий Ильич прекрасно может найти спонсора. Я же говорю, может быть даже Ахметова. И если кто помнит, есть видео, я говорил, что не надо сейчас Ахметову, когда Ахметов, я имею в виду, прекратил существование канала своего телевизионного «Украина-24», сейчас не надо олигархам телеканалы. Во-первых, владение телеканалом делает их олигархом по новому закону, они попадают в реестр олигархов. Во-вторых, зачем? Гордон миллионник в Ютубе, Арестович миллионник в Ютубе, еще одного миллионника найдут, я только прошу Евгения Олеговича Комаровского в это не лезть, потому что это будет фиаско, ну не надо. Со смешком, надеюсь, его уже научила жизнь. Третьего миллионника найдут. Зачем этот канал 24? Все сделает YouTube. Они там будут рассказывать новую дичь, пытаться лезть в голову. Вот Гордон рассказывает, в трендах YouTube будет №1, и все будет замечательно. Видите, он реально говорит. Я когда это еще говорил? Вот по поводу там, когда меня начинают в комментариях обсуждать. Я когда вам сказал, что Арестович и Подоляк пойдут в политику? Месяца 3 назад. Вот Гордон уже это говорит абсолютно открыто. Это очевидно. Проголосуете. Конечно, проголосуете. Натерпитесь. Придут новые неприятности. Дай бог, чтобы вообще независимость нашей страны сохранилась. Все. И потом будет после Арестовича еще кто-то. Я же говорил уже, зэка схавали. Еще там разных нехороших людей схавали. Теперь надо НЛПшника схавать и шизофреника-афериста. Вот тогда вообще уже будет, жизнь удалась. Не все это еще. Дальше смотрите видео. Ваши беседы с Алексеем Арестовичем пользуются большим вниманием и большим интересом многомиллионной аудитории. Неизменно в Украине, во всяком случае, я вижу наши только тренды Ютуба, они занимают первые места. Вот как вы проведете беседу, она сразу на первое место идет. Скажите, пожалуйста, почему так много в адрес Алексея Арестовича в Украине недружелюбных выпадов со стороны близких к власти блогеров? Что власть плохо относится к Арестовичу? Я, кстати, смотрел ваше с ним интервью, по-моему, просто замечательное интервью, я не знаю, там многие ищут в нем какой-то предмет для хейта, а мне он показался очень веселым, таким ироничным, и все, что он говорил, по-моему, он говорил искренне, вот он такой, по-моему, и есть, и другое дело, что, ну, это вот какой-то части не нравится, вот его, во-первых, есть в этом хейте, в этой... Даже критикой это не назовешь, потому что часто не поймешь, за что его... Типа, он врет, что он сотрудник офиса президента, он показывает у меня удостоверение, да? Ну, вот на таком уровне, понимаете, и целый из этого скандал. Сам дурак. Да, и вроде как, и как реагировать? Ну что же, он на такие вещи пустится, чтобы рассказывать сказки, что он не в штате, но он так он действительно общественных начал. Ну и так далее. То есть это рассмотреть сложно, потому что за этим, в общем, оснований никаких. Но часто его упрекают в вещах, которые, ну как, свойства личности, да, вот он, а я, говорит, нарцисс. Так он же сам вам всем расскажет, что он такой ироничный нарцисс. Так за что его упрекать, если он сам в этом признается, да? Ну вот склонен к самолюбованию. А почему блогеры? Почему? Возможно, власть его немного ревнует. Его популярности, его какой-то такой благообразности, какой-то харизме особой, то, что он нравится какой-то вот важной части украинцев. Нет, его ревнуют. Что, ну, что это он тут вот у нас такой, вот звезда такая. Вот. Я думаю, да, по-моему, для этого нет никаких оснований, но власть, она всегда, понимаете, так к любому относится, кто несколько самостоятелен, несколько живет. А не надо высовываться. Не надо высовываться. Так это же плохо. Плохо, наоборот, надо привлекать людей, которые высовываются. Вот что. Нужны же индивидуальность, нужны же личности, нужно отойти. Вот от олигархического капитализма отходят, а вот никак не могут отойти от этого нарратива, когда не вздумай высовываться, потому что мы тебе не разрешили. Вот это плохо. Это не каждый понимает, к сожалению. А надо учиться. Нужно как бы вот понять, что страна-то даже, она же все равно должна куда-то дальше двигаться, существовать. Ну, закончится там вторая каденция Зеленского, начнется следующая, будут выборы парламентские. Нужно учитывать, что личности формируют здоровую политику. Личности. Независимые штафетки. А вы верите во вторую каденцию Зеленского? Мне сложно об этом судить. Я же не гражданин Украины, не знаю, как это может происходить. Вы просто сказали, закончится вторая каденция Зеленского. А я так и сказал. Вдруг, если вот он... Судя по всему, Гордон готов предоставить свою медийную поддержку Арестовичу. И знаете, на что я хочу обратить ваше внимание? Практически, когда он сидел в телевизоре, Гордон, каждый день на разных каналах, на протяжении нескольких лет последних перед войной, он всегда говорил такую фразу: «Гордон независимый, меня невозможно купить, я богатый человек, я независимый». Нет, Дмитрий Ильич, как оказалось, вы очень зависимый человек. Потому что когда вам отрезан диалог с властью, вы потерялись, вас нету. Я вижу вашу депрессию сквозь вашу улыбку. Я вижу ваше вообще очень плохое настроение и ощущение очень плачевных перспектив.
Я вижу, как вы переживаете, чтобы вами не занялись силовики по деле о госизмене вместе с вашим другом Смешко. Все это очень сильно заметно. Кстати, у Гордона еще же есть жена Бацман. Она также, естественно, будет работать на это все. Поэтому я вас уверяю, скоро будет партия какая-то, партия Гордона Арестовича, противовес президенту Зеленскому, потому что, кстати говоря, с Зеленским Гордон однозначно разругался окончательно, как бы он ни пытался там аккуратненько это самое языком сделать в между строк. Но точно все потеряно. Кстати, вот комментарий Гордон сам делал по этому поводу. Я критиковал Владимира Зеленского. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею. Я говорил правду. Вот так вот. Посмотрите, они еще и Подоляка с собой подтянут. И еще там кто-то обязательно найдется. Все будет нормально, будет новая политическая партия. Я в одном согласен с Гордоном, очень правильно он сказал. Украинцы выбирают по харизме, по тому, как человек чирикает, по внешности, но только не по идее. Все партии зациклены и цепочка замыкается на личности. Фамилия, не название партии. Все знают партию Тимошенко, Ляшка, Порошенко, Зеленского. Нету такого, чтобы есть партия предпринимателей, партия либералов, либертарианцев, в конце концов там социалистов, какой-то идеи. Нет. Это партии все шкурных интересов. Поэтому казаки-гаврилюки у нас уже были в парламенте, разные комбаты, особенно фейковые. Все уже это было в нашем парламенте. Теперь наш парламент, очевидно, сядут НЛПшники, авантюристы, аферисты, оборотни какие-то. В общем, все, кто угодно, кроме людей, кроме созидательного креативного класса, которые реально знают, как решить проблемы, которые знают, как все устроено в западных капиталистических странах, те, которые несут за собой идею. У Арестовича нет никакой идеи. Кстати, вам напоминаю, Арестович всегда, у него такая фраза проскакивает, что он считает, что государство начинается с сильных силовиков. Но в России государство начиналось после Ельцина с сильных силовиков. Но так вот, задумайтесь над этим. Также я вчера вам показывал видео, как Арестович сказал о том, что надо Госкино в Украине финансировать пропаганду. Вы знаете, я яркий противник вообще понятия пропаганда, контрпропаганда. Я считаю, что правда является лучшей пропагандой. И дела, реальная идеология, реальный правильный уклад жизни. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Дело пахнет керосином. Видите, война на самом-то деле во внутренних делах. Во внешних изменила, безусловно. Во внутренних делах страны ничего не поменяла. Так что, Дмитрий Ильич, большой вам привет. Вы там, кстати, сказали о том, что блогеры на зарплате в офисе президента начали ругать Арестовича. Я не на зарплате в офисе президента, я не блогер. Посмотрите, может быть, потратьте время на мои другие видео, на мои стримы. Послушайте, пожалуйста, что я говорю про офиса президента, что я говорю про Данилова. Я про всех говорю то, что я думаю. И я, в отличие от вас, это могу себе позволить. Я себя не чувствую неполноценным человеком или неуспешным, если я не могу зайти на Банковую. Мне там нечего делать. Я никогда не занимался коррупцией, никогда не занимался государственными деньгами, тендерами. Я никогда не занимался медиакиллерством, как вы. Понимаете? Поэтому не надо по себе судить. Это вы чирикаете на кошелек, я так не делаю. Так что все, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь, поставьте колокольчик, это очень важно. Пока.